Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, предлагаю подписаться, поставить колокольчики, переслать это видео своим друзьям и знакомым. Тема сегодняшнего видео – что делать, если попытки найти баланс еще больше ухудшают ситуацию. Часто бывает так, что те, кому понравилась идея колеса жизненного баланса, начинают пробовать инструментарий, который есть в колесе жизненного баланса, и начинают замечать, что раньше было хорошо предсказуемо, понятно, а когда вы начали что-то применять, и все разваливается, очень жуткий дискомфорт в эмоциональном плане от друзей и окружения. После того, как вы рассказали восхищенно о колесе жизненного баланса, вы слышите ироничное: ну вот, смотри, ты попробовал или ты попробовала, стало все хуже, раньше было лучше. Ну, и эту историю можно продолжать большим количеством примеров. Итак, мы в этом видео разберем, почему это так получается, что делать в таких ситуациях, и самое главное, как вырулить из этой ситуации, как прийти к тому, что те изменения, которые вы задумали в колесе вашего жизненного баланса, они начинают как бы получаться. Устраивайтесь поудобнее, я начинаю. Итак, колесо жизненного баланса состоит у нас из 8 сфер. Каждая сфера, она очень важна для общего ощущения полноты всей жизни. У нас есть 2 условно финансовых показателя и 6 нефинансовых показателей. Вот в колесе жизненного баланса нужно как бы понимать, что у нас соотношение финансовых и нефинансовых показателей – это примерно 1 к 3. Это сфера деньги, ну и косвенно это касается карьеры и бизнеса. Поэтому, если для вашего колеса жизненного баланса важны финансовые показатели, вам нужно рассматривать в первую очередь вот эти вот 2 сферы. Но для того, чтобы эти 2 сферы были устойчивы, вам нужно прокачать как бы смежные сферы. Деньги, они у нас очень хорошо завязаны на отношения и семья, то есть деньги всегда приходят на цель, если цели нету, деньги приходят на жизнь. И если вы посмотрите видео, я вам очень рекомендую посмотреть видео в нашем плейлисте «Кризис в сфере денег», почему он так получается. Ну, вкратце как бы расскажу. В сфере денег состояние 0,4 вы планируете тот доход, который вы будете получать в ближайшее время. Мы вам рекомендуем перейти к состоянию 4,8, когда вы рекламируете себя, свою экспертизу, те услуги и товары, которые вы как бы предлагаете, то есть в стабильном состоянии, предложив рекламу или потратив время, или потратив ресурсы на рекламу себя, вы получаете результат в виде дополнительных дивидендов. В состоянии 8-10, пожалуйста, хотя бы минимум 1 раз в год рассматривайте проекты, которые принесут вам много денег, или они высокодоходные, где вы можете выступить руководителем проекта. Это еще один шаг, который спасает вас от... когда вам предлагают очень много возможностей, вы не можете выбрать, чем вам заняться. Вот такой просчет дает вам навык анализа проектов или возможностей, которые вам предлагают. Вы можете четко сформулировать, какую выгоду вы хотите получить от этого проекта, как это поможет в дальнейшем вам развиваться и как это можно совместить. То есть карьерный рост неразрывно связан со сменой сферы деятельности. Вы можете принять решение на определенном этапе жизненной карьеры своей, попробовать карьеру строить в одной компании, потом вам могут предложить воспользоваться возможностью поработать в другой компании, нужно взвесить все за и против. Если вы потеряли работу, у вас уже не остается другого варианта, как заново начать. Может быть, это просто прекрасная возможность. Итак, основные причины, почему вы, когда пытаетесь улучшить свое колесо жизненного баланса, и у вас все становится хуже, это вы пошли не по методике. Для того, чтобы вы почувствовали, что у вас изменения не под вашим контролем, это нужно прийти к тому, что колесо своего жизненного баланса нужно анализировать регулярно, минимум 1 раз в месяц.
То есть вы берете один раз в месяц, анализируете колесо жизненного баланса. За день до этого вы делаете диагностику, то есть берете каждую из сфер, выставляете оценки, которые вы считаете нужным в колесе жизненного баланса. На следующий день анализируйте свое колесо жизненного баланса. Это нужно для того, чтобы вы не попали в ту ситуацию, когда вы находитесь в эйфории, да, не оцениваете риски, которые есть, там, какие-то другие факторы. Когда вы анализируете колесо жизненного баланса на следующий день, вы так эмоционально не зависите, вы уже там погружены именно анализом, да. Следующий этап, когда вы что-то проанализировали, следующий день – это планирование. Планирование – это вот работа с планером или со списком задач, которые вы планируете сделать в следующем месяце. Поскольку вы это запланировали сами, скорее всего, из 10 задач вы 5 сделаете как бы легко, не прилагая каких-то огромных усилий, просто потому что задача для вас легко выполнимая, ситуация для вас знакомая, остальные 5 задач, которые вы не сможете как бы сделать, это значит, что первая причина – у вас не нашлось времени для того, чтобы эту задачу как бы сделать. Вторая причина – у вас не хватило ресурсов что-то сделать, профинансировать до конца. И третий вариант, он редко как бы встречается, у вас не хватило как бы компетенции эту задачу как бы решить, да. Допустим, это сложная инженерная задача, либо какая-то бытовая задача, которую вы думали, что это как бы займет мало времени, а оказывается, это чуть-чуть много времени, и это может быть не один день и не одна неделя. Опять анализируем тот месяц, который мы запланировали. Те задачи, которые не были решены, переносим на следующий месяц. Это получается сдвиг задачи по времени. По невыполненным задачам не нужно расстраиваться. Вот ответ, наверное, косвенный на первый вопрос, почему я делаю изменения в колеса в жизненном балансе, у нас все идет все хуже и хуже. Есть какие-то задачи, которые вас расстраивают. Если вы делаете перенос задач из одного месяца в другой, по концу года вы увидите, что у вас там 100 задач сделано, да, условно, там 30 не сделано. Это нормальная как бы практика. Наверное, вы тот человек, который впервые захотел что-то запланировать и ушел от спонтанности в сторону планирования. Уход от спонтанности – это еще второе преимущество, которое дает колесо жизненного баланса. То есть вы те события, которые хотите, чтобы в вашей жизни произошли, вы планируете, понимаете, что это задействует какие-то определенные сферы, и если по колесу жизненного баланса по году вы поставите какую-то одну цель, с вероятностью 100-120% она будет как бы выполнена. Яркость жизни – это ваш запланированный отпуск. Лучше делать 2 отпуска в году, когда вы можете как бы восстановиться. Для тех, у кого очень хорошо, вам может быть достаточно отпуска 1 раз в год, но проанализировав сферу как бы яркость жизни, вы начнете как бы понимать, а что вас как бы радует, помимо той рутины и обыденности, которая есть в вашей жизни, как бы это ваше более глубокое понимание счастья. А вторая стратегия, которая есть в багаже инструмента колеса жизненного баланса, это попробовать построить колесо жизненного баланса для любимого человека. Разница между построением колеса жизненного баланса для любимого человека и своим собственным балансом заключается в другой последовательности, противоположной. Когда мы заполняем колесо жизненного баланса для себя, мы идем против часовой стрелки, начинаем отношения семья, друзья, окружение, здоровье и спорт, личностный рост, деньги, карьера и бизнес, духовный рост и творчество. То есть, так как мы реально ставим задачи, распределяем как бы время, у нас большинство времени, которым мы располагаем, идет на сферы друзья, окружение, здоровье и спорт, и там некоторые сферы мы будем по привычке пропускать, но карьера и бизнес, оно будет занимать где-то 1/3 времени. В первой стратегии самое важное, чтобы вы не пропускали какие-то сферы, да, то есть бывает так, в месяц вы этой сфере не уделяете внимания, а по году, как бы уделяете внимание. И здесь, скажем так, для поднятия вашего оптимизма, рассмотрим сферу личностного роста. В сфере личностного роста обучения нужно уделять внимание где-то примерно 2 раза в год. Это обучение, которое длится в первом полугодии, и обучение, которое длится во втором полугодии. А обучение
с маленьким перерывом между обучением, не стоит как бы практиковать, потому что задача обучения – это постоянно получать новые знания, чтобы у вас в мозгу рождались новые нейронные связи, которые помогают этот мир видеть во многих как бы деталях, помогают легко искать ответы на вопросы, да. То есть вы всегда в курсе новых свежих знаний, вы всегда имеете возможность углубить свои профессиональные знания, но главное не получить теоретические знания, главное научить эти знания применять на практике. Вот по мере того, как вы поймете, что уже перечитали эти книжки, которые хотели читать, поучаствовали во всех тренингах, у вас неожиданно, а лучше всего запланированно, пускай возникнет желание, вот я начну вот это как бы делать, вот, и применив вот то, что вы изучили, получили знания на практике, вы поймете, что вот это у вас получается. И вам нужно сконцентрироваться на тех параметрах, которые у вас как бы получаются, и вы получите как бы вдохновение от того, что у вас это получилось. Это ваш личный результат, ваша личная победа. Я желаю, чтобы вы о своей победе, о своих небольших или значимых успехах обязательно рассказали своим друзьям, знакомым на профиле своей социальной какой-то сети. То есть вы на один день перешли в состояние 8-10, да, когда вы гордитесь своей победой, вы по результатам этой победы найдете единомышленников, которые вас поддержат. Это могут быть незнакомые люди, это могут быть люди, которые с удивлением узнают, что вы делаете такой прогресс в спортивной карьере, в сфере обучения. Достижениями нужно как бы гордиться. Это тот позитив, который вы дарите в этот мир. Если вы анализируете колесо жизненного баланса своего любимого человека, вы делаете это по часовой стрелке, и здесь есть очень важный как бы эффект. Та сфера, где вы меньше проводите друг с другом время, это сфера яркости жизни, духовного роста. Вот здесь вы найдете очень большие возможности. Это может быть новое для вас или для вашего любимого человека, любимой женщины, любимого мужчины, новое хобби, в которое вы можете погрузиться. Это может быть новые места, где вы чувствуете, что вы наполняетесь силами, или наоборот, вы становитесь теми людьми, которые любые места, где вы находитесь, делают наполненные силой, энергиями, эмоциями. Если вы рассмотрите сферу здоровья и спорта, очень рекомендую попробовать себя в новом виде спорта, где есть уже как бы большое профессиональное сообщество, либо попробовать сферу спорта, где есть хороший тренер с хорошими достижениями, с хорошими методиками. А основное преимущество, которое вы получите от этого занятия спортом, вы получите новых единомышленников, вы получите результаты промежуточные или очень-очень как бы хорошие, это будет вас стимулировать этим как бы заниматься. Итак, в колесе жизненного баланса, подводим итоги, в колесе жизненного баланса есть периоды, когда вы будете чувствовать неуверенность, то есть набираться этого инструментария, пробовать его на практике, это нормальная ситуация. Когда вы будете анализировать свой дневник записями, вы поймете, что не все успехи делаются такими большими шагами. Иногда в некоторой сфере нужно идти маленькими шагами. Есть такое понятие, как искусство маленьких шагов. То есть лучше маленькими шагами постепенно двигаться к целям. В некоторых сферах возможен какой-то прорыв. Там можно идти как бы большими шагами, потому что вы как бы это будете чувствовать. Если у вас получаются маленькие неудачи, что-то вас будет расстраивать, то есть вы можете с этими эмоциями как бы проработать, можете эти эмоции проработать со специалистом, психологом, наставником, духовным учителем, с единомышленниками. Они вам что-то подскажут, но основная, самая сложная работа с собой, с умением мобилизовать свое состояние для достижения цели, оно требует как бы регулярности, и эта регулярность в скором времени дает вам ощущение того, что вы от состояния нестабильного можете резко или почти быстро перейти к состоянию стабильного. А еще самый лучший навык, который получается через 2-3 года практики колеса жизненного баланса, трудности вас начинают мобилизовывать. Вот возникла трудность, возникло состояние неопределенности, оно вас мобилизует, вы быстро находите как бы решение, и все они даже не понимают, почему вы так быстро нашли решение. Это просто вы находитесь в состоянии
8-10. Напоследок я еще хотел обратить ваше внимание, что если в ваших сферах, большинство из них, хотя бы в половине сфер присутствует состояние 0,4, это повод просто разобраться с тем, какие цели вы ставите в этих сферах. И для каждой из сфер достаточно примерно 1 месяц для того, чтобы вы вышли в точку состояния 4. То есть, когда вы уже понимаете, что оставаться в состоянии 0,4 вам уже нет смысла, да, вы от этого уже сильно устали, от этих переживаний, от этих эмоциональных качелей, вы готовы что-то делать. Состояние 0,4 – это не состояние, когда вам все плохо, это когда вы не можете перейти от слов к делу. Это состояние, где чем-то недовольны, вас что-то не устраивает, но вы еще не начали действовать. Состояние 4-8 – это когда вы начали действовать, вы тоже можете испытывать какие-то неприятные ощущения, что-то вам не нравится, что-то вы сделали по-другому, где-то вы сделали не так, как другие, но вы уже начинаете действовать, получать результат. Состояние 8-10 – это когда у вас есть избыток энергии, но состояние 8-10 сильно очень зависит от сферы здоровья и спорта. То есть, если у вас физические силы для того, чтобы делать так много задач, и здесь нужно равномерно прокачивать диагональ здоровья и спорт, и духовный рост и творчество. То есть, что-то из жизненных ценностей вас должно бодрить, мотивировать, и вот здесь и есть третья подсказка к тому вопросу, который был в начале. Что делать? У меня начались изменения. Эти изменения меня расстраивают, потому что все стало плохо, все как-то непонятно. Вот здесь прокачав эти 2 сферы здоровья и спорт, духовный рост и творчество, вы приходите в состояние стабильности. Здоровье и спорт – это та сфера, в которой мы, даже мы самые подготовленные люди, не уделяем внимания. То есть здоровье и спорт – это та сфера, в которой или выделяется время, и вы занимаетесь своим здоровьем, то есть его укрепляете, да? Либо вы, когда находитесь в состоянии, когда вы очень сильно испытываете свой организм на прочность, испытываете его на пределе, это бессонные ночи, это работа без выходных, это какое-то преодоление. Организм так может, но может и не выдержать. Поэтому рекомендую здоровье и спорт в первую очередь уделить внимание. Прокачав эту сферу, вы увидите, что многие ситуации ввиду здорового сна не такие актуальные, не такие яркие, не такие болезненные. Второе, у вас достаточно сил, чтобы сделать эти задачи, может еще и в 2-3 раза больше. А когда вы прорабатываете сферу своего духовного роста, то есть те ценности, которые вам позволяют быть склонным к преодолению трудностей, вы чувствуете свое умелое сопротивление стрессу, то есть когда не стресс вас ломает, а стресс вас закаляет, да, то есть вы в неблагоприятном условии внешней среды получаете такой здоровый иммунитет, и на ситуацию смотрите не с точки зрения того, у меня не получилось, а с точки зрения того, что вы ищете новые и новые возможности, чтобы преодолеть эту ситуацию, перейти к своим целям, реализовать свою миссию. И та ситуация, которая вначале была обрисована, я начал изменения в колесе жизненного баланса, это ваши духовные ценности, то есть вас трудности не расстраивают, а вас трудности мобилизуют. Сколько времени нужно для того, чтобы выходить из этого состояния ничего не получается, в состоянии очень получается? Скорее всего, это полгода, год. Полгода – это для того, чтобы понять, насколько амбициозны ваши цели. И год необходимо для того, чтобы вы получили те результаты, или, скажем так, вы научились радоваться тем результатам, которые вы получаете в этой жизни, насколько вы удовлетворены тем, что имеете, и насколько вы настойчиво можете идти к тем целям, которые вы поставили. И прожив 1 год, применяя инструментарий колеса жизненного баланса, вы получите своеобразную такую летопись. Это у меня получается лучше всего. С такой скоростью я умею мобилизовываться. Так я могу найти единомышленников. Не все задачи можно сделать самому. Лучше некоторые задачи делать совместно с единомышленниками. Нужно
выбирать те задачи, которые для вас будут приносить радость. Нужно не забрасывать свое хобби, нужно как бы радоваться жизнью. Нужно на своего любимого человека, любимого мужчину, любимую женщину смотреть как на самого лучшего, и тогда у вас будет удовлетворенность жизнью как бы расти. Тем, кто хочет рассмотреть свою частную как бы ситуацию или с чем вы, трудностью, с которой вы столкнулись, пожалуйста, напишите комментарии. Мы рассмотрим эту ситуацию, выпишем отдельное видео. Надеемся, что таким образом вы получите от нас посильную помощь. Если у вас есть какие-то книги, любой другой источник информации, который будет, по вашему мнению, для нас полезным, пожалуйста, пишите в комментариях. Если у вас есть какие-то ссылки на вашу историю успеха, пожалуйста, тоже пишите в комментариях. Всем, кто смотрел это видео, желаю прекрасного дня. У вас все получится. Мы с вами вместе соберем информацию, которая будет полезна другим. Всем добра!